Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео буду с вами разговаривать касательно флотоносца. Зачем он нужен, зачем его покупать, потому что у многих игроков есть такое мнение, то что если вы покупаете флотоносец, то вы сможете зарабатывать много денег. Это не совсем прям чтобы так. У него несколько другие функции, и сегодня мы поговорим об этом. Ну что ж, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали. Первое и самое важное. Ваш флотоносец – это ваш дом. Что это означает? Вы по-любому имеете несколько кораблей. Правильно? Правильно. По-любому имеете различные модули на эти корабли, будь то вооружение, будь то оборудование, будь то какие-либо модули с инженерами, без инженеров и так далее. И это может быть у вас раскидано по различным точкам, так сказать, в пузыре, и вы будете привязаны, ну, допустим, у вас будет питон, который занимается фармом Врабига, и находиться непосредственно в Врабига. И чтобы пофармить Фрабига, вам придется туда лететь, пересаживаться и это дело делать. То же самое касательно торговли. Торговый корабль где-то находится в другом месте, и вы в попыхах на своем такси из серии, ну не знаю, Анаконды, Diamondback Explorer и так далее, несетесь туда, садитесь и делаете свое дело. Плюс еще один пример. Те же самые торгоиды. Ваш торгоидский, антиксена точнее, корабль находится в мае, и вы туда быстренько в попыхах бежите на своем корабле, пересаживаетесь и занимаетесь своими делами. Прикол флотоносца в том, что вы можете абсолютно все свои корабли хранить здесь. И это прикольно. Даже прекрасно. Так бы вы реально бы просто колесили на этом или другом корабле с большим прыжком меж различных систем, и у вас теперь просто-напросто нету привязки. И вы свободны от того, чтобы находиться в Шенрарте, потому что у вас уже все есть, грубо говоря, все возможные корабли под различные задачи на одном флотоносце. И просто перемещайте его, если вам это будет нужно. Та же самая цель сообщества, пожалуйста, различные активности, ну и так далее. Плюс тут еще можно хранить модули, насколько вы знаете, и это прям великолепно. То есть вы заходите в снаряжение и сюда все дело перевозите, и у вас есть определенные модули в хранилище. В большом количестве, учитывая то, что нам недавно это дело подняли. И то есть у вас не просто здесь корабли, вы эти корабли еще здесь можете пересобирать. И это очень и очень удобно, учитывая в тот момент, когда вы только начинаете в этой игре играть. Вы просто метаетесь со станции на станцию, скинули модуль там, скинули модуль тут, а тут у нас все сразу, и корабли, и модули. Это гигантский плюс. Еще один момент. Это ваш передвижной склад. Что я имею в виду? В этой игре, немножечко странно сделано с грузом. То есть, если у вас на корабле есть груз, и вы хотите пересесть на другой корабль, где нет груза, вам некуда деть груз. Вам придется его либо продать, либо уничтожить. Либо выбирать корабль, у которого есть точно такая же вместимость, и туда все это дело перекладывать во время того, как вы пересядете. Но если, допустим, у вас торговый катер, в нем 700 тонн пейнита, и вы никуда не сможете пересесть, пока не продадите, либо, вы понимаете. А здесь мы просто можем приехать сюда, зайти в снаряжение, зайти в перемещение и перекинуть то, что необходимо. Это удобно. Допустим, в той же самой EVE Online мы можем на любой станции оставить груз. Тут нет. Тут лишь только на флотоносце. К сожалению. Или вот какой момент еще недавно была такая штучка, то что вот в этой системе KOI-1701 была найдена планета. Она с силой тяжестью 45G, но вроде да, вроде нет, но дело не в этом. И вы захотите попробовать, а что будет, если я посажу туда каттер, а что будет, если я посажу туда Кобру, Питон и так далее? Вам что, возить туда-сюда все эти корабли, что ли? Вы ж с ума сойдете. А так просто прыгнули и все. Правда, не все, там какое-то время вы займете и третий потратите, но поверьте, третий не такой уж и дорогой. Можно и запастись, по низу рынка его скупить, не проблема. Но если вам все-таки приспичит заработать на нем, тоже есть варианты. Та же самая торговля, но это будет менее выгодно, нежели вы будете это дело делать, просто покупая корабль, допустим, тот же самый катер, закупая и летя продавая по торговому маршруту. Я это проверял, вот видос вышел недавно. Но есть такие моменты, как торговые миссии и миссии по добыче. Просто прилетаете авиком, все это дело-то загружаете и продаете. По миссии имеется в виду. Если вас все-таки припрет на нем заработать, вы столкнетесь с проблемами, потому что та же самая торговля будет приносить меньше денег в час. Флотоносец это не про заработок, но, конечно же, вы можете просто тупо в него один раз загрести большое количество определенного, не знаю, того же самого трития, золота, серебра, и потом через какое-то время, когда вам понадобится, все это продать. Поверху цены.
Да, вариант. Торговые миссии крыла? Да, пожалуйста, я по этому поводу сделаю видео. Также шахтерские миссии по добыче. Можете, допустим, вам нужно накопать какое-то большое количество чего-то связанного не с ядрами. Берете катер, просто идете копать. Загружаете на флотоносец, потом привозите, как вариант. И этими миссиями можно будет делиться друг с другом, но много реально не заработаете. АФК-фарм на флотоносце – это то еще занятие. Вот, допустим, различные инженеры требуют различные товары, закупать их, оставлять его там, так это вам нужно еще будет все это дело регистрировать через Инару, чтобы другие игроки могли это дело увидеть. И это, ребята, у вас скупится не так уж-то и быстро, поверьте. Плюс вы можете выставить на покупку тот же самый пейнит за 200 тысяч. И ждать, когда наконец-таки вы его закупите в размере там 10 тысяч единиц и продадите вы его, дай бог, за 300-340 тысяч. Да, на Варстон 140 штук будет, но сколько времени это займет? Если хотите более подробно касательно заработка, именно прибыльного, то пишите, я рассмотрю различные варианты по флотоносцу. Еще есть одна система, которая находится у нас на крыше мира, к примеру, я точно не помню, как она называется. Туда не добраться никак, кроме флотоносца. А вот там, друзья, уже заработок серьезный. Потому что там... я сниму по этому поводу видео. Без флотоносца не получится, но навар грандиозный. Ну еще, конечно же, это у нас что-то вроде маршрутки в плане переезда, либо грузовая тачка. Что я имею в виду? Когда вам припрет переехать в колонию, скорее всего, вы будете делать на флотоносце. Заказывать корабли на такое расстояние довольно долго. Лететь, конечно, своим ходом на флотоносце тоже долго, но это делается практически в АФК. То есть раз там в 20 минут ставите прыжок и все. И при этом все ваши заинженеренные корабли, все ваши заинженеренные модули останутся с вами там. То есть, допустим, тот же самый вот катер, который может фармить в АФК совершенно спокойно в таком фите, будет ждать вас там, где это дело происходит. А потом вам нужно там взять задание на среднем корабле, отлететь там на 3 прыжка, взять этот корабль, потом его привезти туда, потом пофармить, потом обратно взять средний, чтобы сдать миссию на аванпосте. Нафига, когда у вас там стоит флотоносец, вы можете просто это сделать с него. Флотоносец это не про заработок. Вообще нет. Это больше про комфорт игры. Потому что нет привязки к месту. Это экономия времени. Потому что пролететь 500 лет это немного. Но пролететь 500 лет там 5 кораблями различного тоннажа, будь то катер, корвет и так далее, то есть боевой фит, исследовательский, торговый, шахтерский, это реально мешает. Это занимает много времени. А так просто один прыжок и все. И все ваши корабли на месте. Покупать вам флотоносец или нет, друзья, я честно не знаю. Мне он нужен по необходимости, потому что я очень часто летаю в различные системы. И на довольно большие расстояния. И с разными кораблями. Мне это нужно. Нужно ли это вам, я не знаю. Но 5 миллиардов – это 5 миллиардов. В плане обслуживания мой флотоносец, учитывая то, что он просто все мои запросы покрывает, потребляет лишь 10 миллионов в неделю. Это вообще ничего. Учитывая стоимость самого этого корабля и стоимость топлива, которое тратится. За один прыжок он у меня сжирает, если он нагруженный, в районе 82 единиц трития на 500 лет. Это мало. Это реально мало. Так что выбор за вами. Хотите комфорта в плане перемещения на различных кораблях? Берите. Хотите сэкономить денежку? Сэкономьте. Но будьте привязаны к различным станциям. Так сказать, к домашке. А когда у вас есть флотоносец, ваша домашка может двигаться и направляться куда угодно. Ну еще один интересный момент, насколько вы знаете, в 9-м обновлении слушок, там все остальное, ну не слушок, на форуме было написано там белым по оранжевому, то что будут внутренние интерьеры у флотоносцев, и как это дело дальше будет эволюционировать, фиг его знает, потому что места-то в нем на самом деле дофига, может что-то здесь интересное появится, фиг его знает, за это пока не готов ручаться. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Challenges, друзья, и там получается уже в районе, 400, это 479 либо 480 уже видео. Много чего отснято, много чего еще предстоит сделать, но всему свое время.
Там еще и торгоиды, и PvP, и Одиссея, времени мало, работы много, ну сами понимаете. Плюс, многие видосы я структурировал примерно 1/5. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Да. Обзоры кораблей, топы кораблей, реобзоры, материалы, данные, стражи, вооружение, ручное вооружение, все различные модули, как все это дело инженерится, сами инженеры, интересные места, много чего, я даже всего уже не вспомню. Но это лишь малая часть того, что находится в одном большом плейлисте. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о входящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, и искать друзей, чтобы поиграть хоть в КС-ку, хоть в дотку. Я вас не осуждаю, сам играю в различные игры, как по сеттингу, так и по жанру, вы это уже заметили. Да вот, недавно был стрим по Diablo 2. Да, я там случайно перса удалил, но это да ладно. Плюс, пожалуйста, пишите, какие видео вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.